Привет! Летом августа 2023 года от жары меня спасает вот этот китайский товарищ, вентилятор модели Smart F5i. Купил случайно, поскольку бывший мой помощник USB вентилятор спустя 6 лет просто сдох. Винт не вращается. Сначала он разгонялся от толчка рукой. Вот, попытки были. Сейчас он практически не вращается. Приобретал его, кстати, на AliExpress. Я пытался оживить этот мотор, добавляя вот спереди в щели сначала спирт, позже силиконовую смазку. Но все это напрасно, потому что доступа внутрь корпуса в нем нет. В этом я убедился, когда разрезал силиконовую оболочку, чтобы добраться до мотора. Но тут все идеально в плане пыли и влагозащиты. К мотору не подобраться, просто он уже отработал свой срок. Он совсем не мощный, но мне его хватало. Я его вот так вот ставил на стол, воткнув пауэрбанк. Принимал соответствующую форму, одевал винт, и он неслышно, незаметно освежал. И я решил приобрести что-то подобное, чтобы сразу, не ожидая доставки. В поисковике задал фильтры, чтобы он был компактный, настольный и автономный. Из предложенных вариантов понравился этот вентилятор, представленный на рынке под брендом Solov. Кстати, этого названия Solov нет ни на корпусе вентилятора, ни на коробке, ни даже в инструкции, а только в приложении, с помощью которого можно управлять этим вентилятором через Wi-Fi. Поэтому полное название этого продукта Solov Smart F5i. В минском интернет-магазине MXBuy он предлагается за 79 белорусских рублей, но только черного и зеленого цветов. Я же приобретал его пару недель тому назад за 89 белорусских рублей. На AliExpress за $32 89 центов, что дороже минского варианта. Есть два цветовых решения, черный и белый. Ну, в общем, в любом городе вы можете найти эту модель. Оставлю ссылки под видео. Резюмирую сразу, он меня полностью устраивает и функционалом, и низкой ценой. Позвонил, заказал, приехал в магазин и выкупил. Итак, картонная коробка упакована в фирменный пакет от интернет-магазина MXBuy. На ней проиллюстрирован внешний вид вентилятора и указана вот здесь вот модель F5i. И различные рекламные надписи, это дизайн для лета и благодарность покупателю за приобретение этого продукта. На правом торце представлены три цветовых решения: черный, зеленый и белый. На тыльной стенке имеются технические параметры и координаты производителя. Ознакомлю вас с ними. Значит, мощность мотора 3,5 Вт. Ну, тут же опять же модель F5i. Время работы от 2 до 11 часов. Вес 577 грамм. Габариты у него следующие. Диаметр подставки 13,5 сантиметров. Диаметр защитной решетки на винте 18 сантиметров. И максимальная высота мачты, на которой он может быть поднят, это до 31 сантиметра. Заявленная емкость аккумуляторной батареи 4000 мАч или 14,8 Вт-часа. Для зарядки требуется источник питания напряжением 5 вольт и током 800 мА. Заявленное время зарядки 6,5 часов. Распакую. Здесь внутри сверху имеется только вот такая пенная защита винта. Достаточно толстая. Вентилятор в отдельном пакетике. Вентилятор комплектуется инструкцией на китайском, с обратной стороны на английском языках. Сама подставка вентилятора также прикрыта вот таким листочком быстрой инструкции. Также с одной стороны на английском, с другой стороны на китайском языках. В отдельном пакетике уложен кабель зарядки с USB-коннекторами тип A на тип C длиной 120 сантиметров. И маленькая крестовая отвертка, чтобы выкрутить снизу винт и снять решетку для очистки лопастей от пыли. Ну а также гарантийный талон и чеки от магазина. Вентилятор имеет пластиковую подставку в виде блюдца диаметром 13,5 см. Сразу мне из-за этого она показалась неустойчивой. Хотелось бы, чтобы широкой частью она опиралась на стол. Но все нормально. Снизу вклеены 4 резиновые опоры и нарисована QR-ссылка для добавления устройства в приложении Mi Home. Сверху имеется 4 светодиода, в основном белого свечения. Перед ними физическая многофункциональная кнопка. А уже перед ней, что совсем неудобно, сенсорная поверхность для активации режима горизонтального движения винта в заданном секторе. Сзади на торце подставки имеется разъем USB-C для подключения кабеля зарядки. Вентилятор имеет металлическую мачту высотой около 17 см, а на ней сверху металлическую шайбу. При ее отвинчивании
Телескопически выдвигается второе колено мачты до высоты около 30 см. И гайку эту зажимаем. Полная высота вентилятора от уровня стола в таком случае будет 44,5 см. Сверху в пластиковом стакане установлены два мотора. Один для вращения винта, второй для поворотов в горизонтальной плоскости. Удобно то, что этот стакан, этот корпус не имеет сзади таких щелей для обдува двигателя, через которую обычно засасывается пыль. Здесь вклеен вот такой пластиковый диск, на котором дублируются технические требования к питанию и указано, что изготовлен в Китае. Рукой можно наклонить этот блок вверх до угла 27 градусов. Ну а спереди на шкив мотора надеты лопасти, и они упрятаны за решеткой диаметром 18 см. Если не пользоваться смарт-функциями, то однократным нажатием на физическую кнопку циклически включается вентилятор и переключается 3 режима скорости вращения винта от медленной до быстрой. И выключается вентилятор. Соответственно, загораются 3 белых индикатора. Первый, второй, третий потухли. В любом режиме скорости вращения при касании сенсорной площадки активируется режим поворота головы вентилятора в горизонтальной плоскости на угол 60 градусов. При этом режиме второй слева светодиод меняет цвет на зеленый. Частенько я случайно активирую этот режим, коснувшись близко расположенного сенсора при переключении воздушного потока. Это неудачное его размещение. Повторное касание этого сенсора выключает режим поворота в секторе. Эти базовые функции вентилятора немного дополняются возможностями смарт-приложения. Для этого нужно установить на смартфон приложение Mi Home от Xiaomi. Хотя на коробке указано, что вентилятор работает с приложением Mijia, но в реальности смартфон автоматически переключается на Mi Home. Далее нужно будет зарегистрировать в нем аккаунт с указанием страны нахождения. В моем случае Беларусь. На главной странице нажать на плюсик в правом верхнем углу экрана, чтобы добавить настольный вентилятор Solov F5i вручную из списка или с помощью QR-кода снизу на подставке. Если при регистрации аккаунта в приложении Mi Home указали локацию Беларусь или Россию, я другие страны не проверял, то нужно в закладке «Профиль» в пункте «Настройки» изменить регион на Китай. В противном случае это устройство нет в списке доступных для подключения. Здесь также можно выбрать русский язык, а в пункте «Проверить обновление» можно включить автоматическое обновление. Повторно войдя в зарегистрированный аккаунт, нажимаю на плюс в верхнем правом углу для добавления устройства. Далее, следуя поступающим в приложении указаниям, чтобы подключить вентилятор к домашнему роутеру, нужно активировать режим Wi-Fi, зажав на 1,5 секунды физическую кнопку. При этом будет мерцать первый белый светодиод. После соединения он будет гореть постоянно. Для отключения Wi-Fi нужно повторно зажать кнопку на 1,5 секунды. Чтобы окончательно разорвать соединение с роутером и в последующем подключиться к другому устройству, нужно удерживать палец на сенсорном поле в течение 3 секунд, пока не начнут мерцать все 4 белых светодиода. Итак, снова активирую режим Wi-Fi, удерживая кнопку в течение 1,5 секунды. По запросу подключаюсь к Wi-Fi точке роутера, введя соответствующий пароль. Устройство подключено. Здесь можно изменить его стандартное название, добавить его в используемый сценарий поведения, пригласить других пользователей для управления вентилятором. Приложение уведомит о том, что при заряде аккумулятора менее 20% не гарантирована стабильная его работа, требуется зарядить аккумулятор. Когда соединение вентилятора с роутером установлено, тапнув в приложении по плитке с названием устройства, можно оценить уровень заряда встроенной батареи, включить вентилятор, выбрать один из 3 дополнительных режимов воздушного потока, например, в режиме Natural Wind, естественный ветер, поток воздуха не постоянный, а рывками. Порывы ветра. На нижней шкале можно задать интенсивность от 1 до 10 уровня. Ниже есть выбор угла поворота вентилятора в горизонтальном секторе на 30 градусов, 45 и 60. Далее можно включить звуковой писк на вентиляторе при активации им выбранной функции. А в самом низу можно задать таймер работы на 15-30 минут или любое другое время до 24 часов, установленное пользователем. Выбираем часы, минуты и нажимаем «Подтвердить».
Но учитывайте, что от аккумуляторной батареи вентилятор работает не более 11 часов. Правда, можно использовать его с подключенным адаптером питания с напряжением 5 вольт и током не ниже 2 ампер. USB-тестер показывает, что вентилятор, работающий на максимальных оборотах и с включенным режимом поворота в секторе, потребляет от зарядного устройства ток 1,8-1,9 ампера. А в выключенном состоянии ток заряда составляет всего 800-900 мА. Во время сна в жаркую погоду я выбираю первый режим. И все, при работе с малым воздушным потоком работающего вентилятора практически не слышно. Приложение Mi Home полностью не русифицировано, но каких-то неудобств при пользовании им я не испытал. На YouTube какого-то китайского блогера я видел полный разбор этого вентилятора. В нем в качестве батареи питания используются два аккумулятора типа 18650. Зарядка осуществляется в течение 6,5 часов. Во время зарядки первый слева светодиод мерцает красным цветом и гаснет при полной зарядке. Этот же светодиод снова начинает мерцать красным цветом, когда уровень заряда батареи опустится ниже 5%. Я выполнил уже несколько циклов зарядки, вот такие значения у меня получилось. 3732 мАч, 3654, 3684. В общем, чуть ниже заявленных 4000 мАч. Я подтверждаю, что на самых низких оборотах двигателя вентилятор работает около 11 часов. Это время совсем немного сокращается при активации Wi-Fi и еще более при включении режима поворота в секторе. Второй и третий режим вращения вентилятора я не использовал, поэтому оценить время работы от аккумулятора я не могу. Но вывод однозначный, вентилятор классный с учетом указанных мной выше недостатков и при цене до $30 США. Из-за небольших габаритов и автономности его можно установить в любом месте, не привязываясь к розетке питания. Легко можно отрегулировать направление воздушного потока и его силу. Устройство удобное в управлении через смартфон. В приложении Mi Home его можно включить в сеть умного дома наравне с другими устройствами Xiaomi и его партнеров. Не шумный на низких оборотах вентилятор, хороший запас времени работы от встроенного аккумулятора, проще говоря, его хватает на всю ночь. Рекомендую, как я уже говорил, ссылки в описании видеоролика. А вас я благодарю за просмотр этого видеоролика, буду рад новым подписчикам и встретимся здесь на канале. Всем пока!